Свой брак Оля считала счастливым. По крайней мере, так было 8 лет. Сначала у них с Максимом родилась Маша, потом Вова, что добавляло общей картине полной идеальности. А когда сыну исполнилось 2 годика, муж как-то буднично и повседневно сообщил о своем желании развестись. «Я тут подумал и понял одну вещь», — сказал Макс, словно обсуждал меню на ужин. «Я решил подать на развод». «В смысле? Ты шутишь?» Не могла понять и принять услышанное Ольга. «Просто я понял, что не забыл свою первую любовь. Не так давно я снова ее встретил и понял, что чувства не остыли». «Ничего, что у нас 2 детей и семья», не понимала сути разговора Оля. «Не нужно делать из этого драму или показательные выступления», спокойно говорил мужчина, размешивая сахар в чае. «Мы не первая пара, которая будет разводиться, так что все нормально. На детей я буду платить алименты и встречаться с ними на нейтральной территории, а ты обязательно еще встретишь свою судьбу». Пока женщина пыталась прийти в сознание от происходящего, мужчина собирал вещи и буднично интересовался нахождением своей синей рубашки и любимой чашки. Оля на автомате помогала ему, считая происходящее дурным сном или злым розыгрышем. Но Максим не смеялся и серьезно уходил в новую жизнь, оставив старый, жену и 2 маленьких детей. Они вообще не понимали происходящего в доме, считая, что папа просто уезжает в командировку. Следующие несколько месяцев Ольга существовала в своей альтернативной реальности. Она ждала возвращения мужа, не понимала, что нужно делать в сложившейся ситуации и отчаянно мечтала забыть обо всем. Мудрая мама помогала и поддерживала ее во всем, советуя забыть прошлое и начать все с чистого листа. «Не переживай так сильно», — говорила Тамара. «Ты молодая, красивая, и дети замечательные остались от отношений, что очень важно». Как мне их самой на ноги ставить? Не могла понять дальнейшую жизнь брошенная женщина. Да и Максима я люблю, поэтому с трудом могу представить дальнейшую жизнь без него. Привыкай, выбора у тебя особенного нет, а слезами горю не поможешь. Несмотря на переживания и страдания, Ольга прекрасно понимала и осознавала правильность рассуждений мамы. Она не могла находиться в вечной прострации и пугать детей своим состоянием. Требовалось собрать силу воли в кулак и немедленно начинать действовать. Для начала было бы неплохо найти работу, чтобы обеспечивать сына и дочь всем необходимым. Разводиться с мужем предстояло через суд, поэтому это занимало некоторое время, несмотря на явное нетерпение со стороны Макса. «Я узнавал, как и что нужно сделать для ускорения процесса развода», сказал он как-то Оле по телефону, «но там нужна твоя помощь и согласие». «А мне торопиться некуда. К тому же тратить время на всякие сомнительные моменты не готова», категорично ответила она, не ожидая от себя подобной решимости. «Так что пусть все происходит, как должно быть по закону». Официально пару развели через 3 месяца после подачи заявления. Но на этом их история не заканчивалась. Максим явно не горел особенно тратить время и деньги на воспитание детей, поэтому начал скрывать доходы для уплаты алиментов. Потом он несколько раз поднимал разговор о необходимости поделить совместно нажитое в браке имущество. «На что именно ты претендуешь?» – интересовалась Ольга, которая за это время разучилась удивляться. «Мы за годы брака ремонт сделали шикарный в квартире, мебель и технику все поменяли. Понимаю, что квартира твоя, и претендовать на часть в ней я не имею права по закону, но было бы честно купленное вычесть из суммы алиментов. Если считаешь нормальным забрать у детей телевизор или холодильник, который мы покупали за общие деньги, вперед!» Не сдавалась женщина. «Не совсем за общие, большая часть средств была моих», не сдавал Максим позиции. «Не забывай, что я тоже работала, находясь в декрете, и родители знатно помогали, но драться с тобой не стану, видимо, тебе нужней. Приходи и забирай то, что считаешь нужным». Скорее всего, Максим бы и забрал себе, например, холодильник или плиту, но бывшая теща оказалась менее лояльной
и рассудительной в сравнении с супругой. Она устроила грандиозный скандал с привлечением соседей, в результате чего опозоренному мужчине пришлось спасаться бегством ради собственной безопасности. «Никогда мне не нравился твой выбор», — честно сказала Оле мать. «Да, влезать в отношения и мешать вам совершенно не хотелось. Так что теперь с уверенностью можно сказать, что не муж тебя бросил, а Бог уберег от дальнейшей жизни с негодяем. Давай не будем вдаваться в подробности прошлого и разбирать психологические портреты», — не соглашалась Ольга. «Особенно аккуратно необходимо обсуждать эту тему при детях». Для себя Оля четко решила, что личные отношения с бывшим супругом не должны касаться дочери и сына. Лишенные возможности жить в полной семье, они не должны были столкнуться с разгромом иллюзий относительно непорядочности или отрицательного поведения отца. Поэтому женщина никогда не говорила в их присутствии плохо о бывшем благоверном, создавая образ хорошего человека. Максим не особенно ценил или переживал относительно этих моментов, поскольку крайне редко принимал участие в жизни детей, строя новую историю без их присутствия. Его новой избраннице они были в принципе не особенно интересны, поскольку любительница легкой и красивой жизни предпочитала не зацикливаться на проблемах и трудностях. «Может, возьмем малых на выходные и вместе проведем время?» – однажды спросил Максим первую любовь, вместе с которой жил в новой квартире. «У меня множество личных планов и дел на ближайшее время. Я не готова заниматься детворой, так что прости, давай в следующий раз обязательно возьмем». Но пресловутый следующий раз никогда не наступал, поскольку Инга предпочитала проводить время с подругами или в салонах красоты. Сам факт необходимости стоять у плиты или возиться с непоседами вызывал у нее острое отторжение. На фоне такой принципиальной позиции она не приветствовала порывы и желания избранника хотя бы иногда навещать детей. Ты подумай, изначально для поездки в гости требуется купить подарки. Потом дети привыкнут к твоим постоянным сюрпризам и будут считать это нормой, рассуждала Инга с видом эксперта. Вполне достаточно оплачиваемых элементов, остальными задачами пусть занимается их мама. Ольга и так тянула большую часть нагрузок, не обращаясь к бывшему супругу с вопросами относительно воспитания и содержания детей. Она устроилась на работу, мама страховалась с воспитанием и поддержкой, а особенно в непростых ситуациях. Иногда Ольге от жалости к себе становилось невыносимо больно, но она не имела права демонстрировать слабость. «Я тут прикинул, что не смогу вручить дорогой подарок сыну на день рождения», сказал Максим за неделю до праздника. «Никто от тебя ничего не требует. Поступай, как считаешь нужным», спокойно ответила Ольга, которая уже сама приготовила подарки для ребенка. «Что-то ты больно спокойная и равнодушная», не успокаивался мужчина. «Наверное, есть кому успокоить и оказать поддержку?» «Не твое это дело абсолютно, так что разговор окончен». Максима бесило спокойствие бывшей жены, поскольку он постоянно пытался вызывать у нее отрицательные эмоции и наслаждался своей властью над эмоциональным состоянием Оли. Она изначально бурлила переживаниями, а потом настолько сильно устала, что предпочла плыть по течению и жить одним днем, без загадывания в будущее. Так казалось легче, проще и, как оказалось, не так больно мириться с суровой действительностью. Привлекательная внешность Ольги не давала возможности оставаться без внимания поклонников, но ей первое время это было категорически не нужно. Работа, дом, развод и бесчисленные проблемы настолько сильно измотали женщину, что единственной ее радостью была тишина и спокойствие. Но, учитывая сферу деятельности, рассчитывать на это не приходилось, поскольку она работала в большом магазине, через который каждый день проходили толпы клиентов. Они задавали вопросы, высказывали претензии или демонстрировали недовольство, считая продавца виновником собственных проблем. Иногда среди оголтелой толпы попадались вполне адекватные и здравомыслящие люди. «Девушка, я готов выполнить 3 ваших практически любых желания в обмен на подсказку в выборе молока», обратился к ней однажды с просьбой привлекательный незнакомец.
3 желания, может, и не нужно выполнять. А вот перенестись в тихий лес в гордом одиночестве я бы сейчас точно не отказалась. Улыбнулась Ольга в ответ. Настолько все достало? Не обращайте внимания. Пойдем выбирать для вас самое лучшее молоко. Также с улыбкой предложила Оля. О случайном покупателе Ольга забыла спустя 10 минут после его ухода, закружившись в ворохе новых дел и забот. Но он появился спустя неделю и снова попал на ее смену. «Спасительница вы моя», — обратился он к Ольге, пробегавшей между отделами. «В этот раз надеюсь на вашу помощь в выборе творога для сырников, поскольку ничего в этом не понимаю». «Вам жена указывала конкретные требования по продукции?» – деловым тоном спросила Оля. «Мне некому указывать, а творог нужен пожилой соседке, поскольку она сама не в силах по магазинам бегать. Покупая себе продукты, я часто и для нее беру что-то». Нужный творог они выбрали быстро и без проблем, а спустя 4 дня Олег появился опять, но в этот раз не за покупками. Он ждал Олю у дверей магазина перед закрытием. «Я должен вам желание за свое спасение», — серьезно сказал он. «Обязуюсь доставить вас в самый лесной лес для прогулки». А потом они бродили по осеннему лесу и разговаривали обо всем и ни о чем одновременно. Оле нужно было торопиться к детям, о чем она сразу предупредила нового знакомого, поэтому они не могли гулять вдоволь. Олег не задавал лишних вопросов, просто получая удовольствие от общения. Потом он отвез спутницу домой, и у нее первый раз за долгое время было хорошее настроение. Ольге не хотелось плакать от бессилия или носиться по квартире в суете. Она уложила детей и сама уснула в состоянии спокойствия. «У меня трудности на работе», — сказал ей позвонивший через несколько дней Максим. «В следующие несколько месяцев будут перебои с выплатами алиментов». «Поняла, я учту этот момент». «А почему ты так спокойно реагируешь? Неужели есть кому решать твои материальные проблемы?» «Конечно есть, но тебя это не касается совершенно». Этим решалой всех проблем по факту выступала сама Ольга, но жаловаться или рассказывать подробности ей категорически не хотелось. Женщине пришлось искать вторую работу, поскольку она не могла оплачивать все счета. Олег несколько раз звонил с приглашением сходить куда-то вместе, но у Оли не было на это ни времени, ни сил. Делиться собственными трудностями с новым знакомым ей не хотелось, поэтому пришлось выдумывать несуществующие отговорки. Поклонник огорчался, но не мог настаивать и боялся показаться излишне навязчивым. Спустя 3 месяца после последнего общения на пороге квартиры Оля встретила бывшего супруга. Он пришел навестить детей первый раз за все время после развода. «Горжусь успехами наследников», — гордо говорил он, словно в их достижениях была заслуга отца. Оля не особенно реагировала на выпады и странное поведение Максима, поскольку была занята своими делами. Он немного поиграл с детьми, после чего зашел на кухню, где она готовила обед. «Очень вкусно пахнет. Может, меня угостишь?» — спросил он, садясь без приглашения за стол. «Прости, я на тебя не готовила. Если общение с детьми закончено, не смею задерживать». «Ты злишься на меня так сильно, потому что еще не остыли чувства. Исходя из этого, предлагаю сделать перезагрузку наших отношений и начать все заново». «Мне кажется, кого-то любовница прогнала?» Не смогла сдержать ехидство Ольга. «Вообще-то, я сам всегда принимаю решения, так что твой сарказм неуместен. Короче, свое мнение я сказал. Могу вернуться домой хоть сегодня». «Так тебя об этом никто не просил. И не собирается просить», — с неожиданной уверенностью в голосе сказала Ольга. «У тебя своя жизнь, у нас своя. Хочешь пересекаться с детьми? Пожалуйста. Не хочешь? Твое дело». «Жестокая ты стала, Ольга. Не на такой девушке я женился много лет назад». «Так той девушки уже давно нет. Она исчезла. А новой твое внимание совершенно не нужно». Максим уходил обиженный и злой, поскольку реально рассчитывал вернуться к бывшей жене после скандального расставания с любовницей.
Ольга не была уверена в том, что мужчина в ближайшее время изъявит желание навестить детей, но не особенно переживала по этому поводу. У нее находилось множество реально важных дел и занятий дома и на работе. А в ближайший выходной Оля все же планировала позвонить Олегу и отправиться с ним и детьми в парк, поскольку больше в ворохе проблем существовать не было сил и желания, а рядом с этим простым и добрым человеком все казалось просто и понятно. Это не означало, что они всю жизнь проживут вместе и уйдут вместе в глубокой старости, но начало было положено, и оно внушало осторожный оптимизм. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.